Добрый вечер, здравствуйте. Сегодня решила такую маленькую болталочку, вопросы-ответы, накипело. Очень много вопросов задаете разных. Я сегодня немножко выписала заново. Давайте поговорим. Здравствуйте. Вечер на улице, ночь. Я пододелась, тепло, дома у нас идет уборка. У всех хорошее настроение. А я вышла на улицу. На улице сейчас похолодало. Начинает моросить дождичек. Поэтому я оделась тепленько и сижу с удовольствием, дышу свежим воздухом. Как говорится, накипело, наболело. Но не то, что накипело. Хочу сегодня поотвечать на ваши вопросы, переписала их. И вопросы больше выписала даже положительного характера, немножечко с юмором. Ну, есть, конечно, несколько и негативных. Хочу вам сказать спасибо за то, что пишете, за то, что пишете любые комментарии, за то, что наш канал развивается, за то, что поддерживаете нашу семью. Спасибо вам большое. И вот первый вопрос такой. Дети убираются, хлопают дверьми, туда-сюда ходят. Зоя. Здравствуйте, Светлана. Если будет возможность, покажите, пожалуйста, вас в молодости с Иваном. Но вот это фото, которое вы видите на экране, на этой фотографии вы нас видите с Иваном, мы танцуем. Мне 26 лет, а Ивану 27 лет. У нас с ним много разница. У нас хорошее настроение. На этой фотографии нас никто не узнает, кто сейчас видит. Но это мы. Это не фотомонтаж. Вот так. Эллада Каткова. Света, добрый день. Спасибо за видеорецепт. А то неудобно вам надоедать своими вопросами. Эллада, мне очень приятно отвечать на ваши вопросы, во-первых. Во-вторых, вы даете мне темы для моих видео. Темы, которые именно вам нравятся. Поэтому мне очень приятно. И мне приятно, что у меня есть обратная связь с вами. Мне хочется с вами дружить. Хочется, чтобы приятно, когда мой канал кому-то тоже приятен. Следующий. Многодетные денечки. Люба. За что Нагиев не в почете? Очень умный и думающий человек. Люба, я с тобой согласна совершенно. Просто Нагиев, я его до этого фильма ни разу не видела ни в какой серьезной роли. Но фильм «Непрощенный», я до сих пор под впечатлением, как он сыграл эту роль. Никто бы не смог так сыграть, как он. Я очень уважаю Нагиева. Но есть такое вот предвзятое мнение к людям, вот, допустим, в «Сватах» Митяй. Вот я его в этой роли, допустим, не представляю. Хотя, возможно, тоже бы сыграл хорошо. Поэтому, Любушка, успокойся, моя хорошая. Уважаю я Нагиева. Дальше. Зачем вы почти каждую фразу, Наталья говорит, зачем вы почти каждую фразу повторяете по несколько раз? А уменьшительно-ласкательные суффиксы – это вообще жесть. Я с вами согласна, Наталья. Вы знаете, у меня часто такое бывает, иногда мне самой это очень не нравится, когда я видео просматриваю, монтирует муж, когда видео не я монтирую, у меня Иван все делает. Но это я. И я не считаю это каким-то страшным грехом. Мы с вами там переписывались в переписке, и я писала, что я не работаю диктором, а вы говорите, что у меня больше ответственность дети. Но я все-таки буду придерживаться мнения. Я не против грамотной речи, нет, я не против грамотных людей. Но я воспитывалась в такой семье. Мама была у меня очень хорошим человеком. Но у нее тоже порой были вот такие разные словечки.
И я такая же выросла. Но это не грех, если мои дети будут добрые, заботливые, нежные, ласковые, будут преданные, и они будут иногда повторять слова, это ничего страшного. Поэтому я больше сосредотачиваюсь на качествах. Нету такого, что я вообще постоянно слова повторяю. Ну, бывает, да. Вы знаете, мы жили с мужем в Бурятии, в Улан-Удэ. И вот когда мы только туда переехали, я стою в автобусе, и вот площадка, которая находится, задняя площадка, и последнее сиденье, оно повернуто к людям на заднюю площадку. И сидят две девушки, обе в норковых шубках, в шапочках, в натуральных унтах, молоденькие. И одна другой говорит: шибко бравенько. Вот сказать, что я проросла, это ничего не сказать. Я правда была настолько удивлена, и как они не заметили, что я вот так аж на них смотрела. Да, вот у меня, допустим, я это слово воспринимала, что это говорят пожилые люди. Но в Бурятии говорят это все. Допустим, могут сказать: ты чего, моя болташ? Представляете? Когда мне первый раз вот это сказали: все, ты чего, моя болташ, шибко бравенько. На самом деле это очень дико. Но это люди, это местность, в этой местности так разговаривают. И для чего мне их учить жизни? Ну, так они разговаривают. Да и пусть они так разговаривают. Зато люди они хорошие, добрые. Конечно, когда мой муж начинал за ними повторять, я немножечко была недовольна этим и говорила ему: не надо, Ваня, так не делай. Но он все равно баловался и говорил. Ну, то есть вот так, да? Я не зацикливаюсь на том, что для меня важнее качество. Качество человека. Человек должен быть преданный, человек не должен быть слишком гордым. И человек, дети мои, должны быть нежные и заботливые. Я постараюсь над этим поработать. Дальше Татьяна. Светлана, расскажите, как вы учите уроки с детками? Как организовываете учебу? Как я организовываю учебу? Как я учу уроки? Дети приходят, школьников в этом году много. Один самостоятельный только в техникуме. А 9 детей учатся, у которых надо проверять уроки. Но Валера, он учится в 9 классе, и он уже... Валера и Рома. Рома в 7, Валера в 9. Они более-менее у меня идут самопотоком. Иногда я говорю: покажите, мальчики, уроки, давайте, парни, я проверю, что вам задали. А так в основном всегда, нету нареканий. Было даже несколько раз такое, что я звонила классному руководителю и говорила: я не пойму, ничего не написано, ничего не задают, как учится мой ребенок. Он говорит: хорошо учится, молодец. И один, и второй. И я перестала заниматься самодеятельностью, я им доверяю. Остальных деток контролируем. Приходит вот Снежана с Анютой со школы, немножечко отдыхают. Часто свой отдых они используют в том, что берут книжки, идут читать к бабушке и к дедушке. Стараемся начинать делать уроки. К сожалению, нам поздно присылает учитель в WhatsApp в группу домашнюю работу. Что есть, мы стараемся выполнить, потому что потом приходит Максим. Максим тоже более-менее самостоятельный. Я его контролирую, но он все делает сам. Остальные приходят тоже, каждый за свой стол идет, кушают, отдыхают немножечко, каждый за свой стол идет и делает. Все знают, что я жду, что мне принесут на проверку собранный портфель. Костя, то есть рядом с ним постоянно находимся. Сейчас еще очень хорошо, допустим, Ульяна очень сильно помогает. Она порой, когда сделает свои уроки, прям сама подходит, говорит: мам, можно я, пожалуйста, с Костей сделаю уроки? Я с удовольствием. Или девочками: мам, можно я с девчонками, с первоклассниками сделаю уроки? То есть такая огромная помощь. В этот раз Костя учил стихи. Раньше я учила сама, в этот раз уже подустала. И Никиту позвала. Говорю: Никита, давай-ка с Костей поучи. Потом Василиса поучила.
Рома поучил. И так Костя в конце концов еще сам посидел и выучил. То есть получается, вся семья задействована потихонечку, конечно, если у них есть время. И такой вопрос, как организовываете учебу с детками? Как вас на всех хватает? Ну, вы знаете, это мои дети, это моя жизнь. Меня организовывают сами дети. Некогда расслабляться. Ну вот, к примеру, как я организовываю уборку, да? Если я сегодня не постираю, то завтра будет караул. Поэтому я это делаю сегодня. Если я сейчас не встану, не приготовлю кушать, то будет караул, будут приходить дети, и им надо будет кушать. Так и здесь. Как организовываю учебу, как все организовываю, меня организовывают сами дети. Мне некогда расслабляться, Моника пришла, мне некогда расслабляться, мне приходится держать себя в тонусе постоянно. Это мои дети. Воспитатель в этот раз тоже с детского сада. Да, мне все задают один и тот же вопрос. Воспитатель в этот раз с детского сада приходила, анкету заполняла. Как вы с ними справляетесь? Я говорю, вы знаете, мне очень повезло с детьми. У меня очень хорошие дети. Нету такого, что кто-то дерется дома. Да, они сейчас криком кричат, играются в какие-то машины, понастроили машины. Девчонки что-то друг на друга налетают, балуются первоклассницы с мальчишками. У них одинаковый возраст. Их вот Ваня, Снежана, Анюта, Костя и Максим. Они плюс-минус несколько лет, и вот их такая вот компания собралась. И если они всей компании, это все, они комнату разносят, но они сами после себя наводят порядок. Поэтому, получается, все за собой все делают и все хорошо. Дальше. Наталья спрашивала, Светлана, у нас в приемную семью дают максимум 8 детей. А у вас больше или у вас домашний детский дом? Наталья, детей мы взяли, когда жили в Бурятии. В Бурятии детские дома переполнены. Почти никто не берет деток в семью. Я помню, когда мы взяли детей в семью, через какое-то время нам предложили выступить на телевидении, что телевидение придет к нам домой. И я была так против. Я вообще, вот кто бы мне сказал, что я сейчас буду вести свой канал YouTube, я бы никогда бы даже сказала бы нет, нет, нет. Но тогда я почему согласилась? Мне сказали для мотивации, чтобы другие люди брали деток. Никто не берет деток в семью. К нам очень хорошо там относились, поэтому дом у нас там был большой. Мы строились и строились, к нам очень хорошо относились. И так получилось, что вот мы набрали деток. И мне кажется, если бы мы оттуда бы не уехали, это был бы не предел. Поэтому вот так. Здесь, в Краснодарском крае, немножечко все по-другому. Здесь очень много кандидатов в приемные родители, и детки здесь нету таких особых детских домов, потому что детки все живут в семьях. У нас не детский дом, у нас просто приемная семья. Так. Люба, многодетные денечки. Привет, как здорово в 9:59 и только завтрак. Я никак не могу приучить, что в каникулы встаем хотя бы в 7. В 6 должна встать. Любушка, у нас тоже так было и до сих пор есть Анюта и Ваня и Василиса. Они не спят долго. Василиса с Анютой живут в одной комнате, у них свой телевизор, поэтому если они слишком рано встают, они раньше сразу потихонечку включали телевизор и лежали, смотрели. Мы их Сначала они ходили по дому, будили всех, потом мы их научили, девочки, пультиком раз, и смотрите, лежите потихонечку телевизор. Но они немножко шумели, поэтому я сказала, если сильно рано просыпаетесь, берете книжки, лежите, читаете. А уже потом можно включать телевизор. То есть они подрастают и со временем начали понимать. Раньше Максим вообще рано просыпался. Ваня есть Ваня. Он
Просыпается в 3 часа ночи, я выхожу в кухню, Ваня включил во всем доме свет, у него кость собачья мягкая такая, пищащая, и в ней дырочка, он в нее всунул наушник и бегает, и все собаки, кошки за ним носятся. Я его забираю к себе в кровать, как бы чтобы всегда он спал с нами, тоже неохота приучать, потому что он настолько привыкает, и хочет спать только с нами, а ему уже 6 лет будет, вот. Поэтому, ну, неправильно, поэтому он спит, все-таки они с Костей живут в одной комнате, он спит все-таки там, благо Костя крепко спит. Но приходит каждую ночь, вот сегодня руку вот так раз, а он уже со мной. Почти каждую ночь не приходит, может быть, за последний месяц 2 раза не пришел, и то он мне сказал, я сегодня к тебе не приходил. Я говорю, я заметила, сыночка. И вот он спал долго. Ой, у детей там прям веселье, хохочут. Да, и поэтому, Люба, да, сейчас прям весь дом, детки начали подрастать, они привыкают, и я стараюсь, чтобы взрослые дети поспали подольше, чтобы у малышей еще привычка, Ваня, он если проснулся, он пошел по всем комнатам, поэтому я плотно закрываю ко всем двери и говорю ему не ходить. К девочкам в половину вообще, вот ходишь к нам и все, вот он к нам приходит. И сейчас есть такая... И когда он приходит к нам, я его ложу, почти всегда он тоже засыпает сразу. И спит потом с нами. Часто задаваемый вопрос. Прям часто задают этот один и тот же вопрос. А почему без хлебушка? Почему у нас на столе нет хлебушка? Друзья, у нас почти всегда есть хлеб, но у нас настолько равнодушны дети к хлебу. Бывает, вот на что-то раз набросятся, едят. Поверьте, если вдруг детям нету хлеба, они встанут, они знают, где он лежит, нарезанные булки у нас. А так почти всегда лежит, он его просто они не кушают, они не голодные, они наедаются тем, что есть на столе. Ну как-то вот мы, видать, с мужем так к хлебу относимся. Я очень люблю хлеб, но приходится себя сдерживать, и дети, видать, может, тоже как-то учатся, а может быть нет. Вот Снежанка сегодня у нас дома был борщ, она его подлей водички, бульончика, опять макает. Ее не интересует ни капустка, ни свеколка, ни картошечка. Вот макает и кушает. У нас есть всегда хлебушек. Ну так вот дети сегодня хотят, завтра не хотят. Насильственно никто не заставляет. А для чего? Детки и так хорошо кушают. Казак Кубанович. Я хочу вам сказать спасибо. Вы у нас присутствуете каждый день. Я вам благодарна. Я читаю все ваши комментарии, я вообще все комментарии читаю. Я, когда болела, да, я по несколько дней вообще не заходила, мне не до этого было. Ну, когда коронавирусом в больнице лежала, я вообще не заходила, мне вообще не до этого было. А когда вот было как-то тоже прибаливало, тоже по 2 дня не заходила. А так я всегда захожу. И вы задали вопрос, а что такого творит маленький Ванек? Как именно плохо он себя ведет? Ну, как он ведет себя? Он просто никого не слушается. То есть в садике, вот за ним в детский сад идешь, все дети уже гуляют, ему 5 лет, а он в раздевалке орет, потому что он вот так орет, он сказал, я не буду одеваться, одевайте меня. Но это не значит, что мы не приучаем его одеваться. Нет, он гнет вот свое. Вот у них вот вообще в это в крови такое. Он и сейчас вон дома орет, что-то ругается с кем-то. Он один орет постоянно, и все жалуются. Сейчас стал вообще слова плохие говорить. Вчера смотрю его так, ну, со спины смотрю, что не по злому Владик, но Ваня уже лег спать. И Владик, видать, ему сделал замечание, что Ваня скакал, потому что он никогда не слушается. Он всегда после отбоя скачет по дому, орет во весь голос, пока не поссоримся. И смотрю, Владик, ну ты чё? Я говорю, вы что тут? Владик вышел, смеется. Владик у нас вообще детей не обижает. И шепчет, мама, ты знаешь, что он мне говорит? Ты девочка. Вот с чего он такое взял? Вот с садика пришел, ты девочка, и все. Вот он вот такой. У него склад ума вот не хочет ничего. Есть не хочет, пить не хочет, одеваться не хочет. Он великий нехочуха. Вот что. Сказать, что он сильно пакостный, в каком плане? Ну, в каком-то вот в таком плане. Нет.
У нас Костя, вот он с Максимом, они вот. А Ваня, он просто непослушный. Он когда маленький был, мы если куда-то гулять ходили, на площадь ходили, он минут через 10 после гуляния выходил на середину площади, падал на пол и орал, топал ногами, бился головой. Это было так стыдно, все люди смотрели, он просто орет. Он просто орет. Ну вот, я немножечко ответила на ваши вопросы. Я очень рада, что вы их задаете. Еще очень много негативных, но сегодня не хотелось. Сегодня хотелось добрые вопросы обсуждать. Хотелось с вами посмеяться. Так, накипело, наболело, обсудили и похорошело. Ну, я очень рада была нашему с вами общению.